А вот и идет мальчик и поет песню о том, как они будут выращивать их огород. Чучело играет на балалайке, а мальчик и девочка, они танцуют. Солнце сильно начало печь, очень жарко. Эта свинья копает своим носом. Кто может спасти урожай от гусениц? А осень — это время, когда нужно собирать урожай. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня я покажу вам другой советский мультфильм, который называется «Веселый огород». В этом мультфильме девочка и мальчик садят овощи в огороде, и они стараются за ними ухаживать, поливать, но у них возникают разные трудности. Давайте посмотрим, как они с ними справляются и как они хорошо вместе проводят время. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Ну что, вы готовы? Поехали! Вот и начинается мультфильм. Такая традиционная музыка. Веселый огород. Ну, во-первых, сначала я хотел бы объяснить, что значит огород. Да? В русском языке у нас есть два слова. Есть слово сад, есть слово огород. Сад — это там, где обычно люди отдыхают. В саду могут выращивать разные фрукты. Там могут быть яблони, груши, деревья. А огород — это именно там, где вы выращиваете овощи. Огород — это не место для отдыха, это место для работы. Ну, у этих детей, у них это веселый огород. Это такая пропаганда дачного отдыха, я бы сказал, в советское время. Но давайте смотреть дальше. Ох, уж эти долгие и долгие титры в самом начале. Никто же их не смотрит, никто не читает. Ну ладно. Вот, начинается мультфильм. Показывают, солнышко взошло и скворечник. Там живут птицы. А вот и идет мальчик и поет песню о том, как они будут выращивать их огород. Выращивать овощи и фрукты. Да, она несет в руках лейку и поливает их все ростки. Да, у них уже маленькие ростки всходят. Да, мы не знаем, что там они выращивают, но что-то выращивают. Вот. А также они сделали чучело. Да, чучело, оно помогает отпугивать других птиц. Вот, сейчас он на него надел всю одежду, спускается по лестнице. У чучела есть шапка, есть морковка. Почти как снеговик, только летний. А вот и птичка вылезла из скворечника. Села на шапку чучела, и они новые друзья. Вот. А вот девочка с мальчиком снова идут, поют песню. Очень много песен они здесь будут петь. Вот. А также у них есть собака, маленький щенок. Вот. Он привязан, но это очень большая для него цепь, поэтому он легко из нее вылез. Вот. Они поют «Хей-хей, молодцы, всходите огурцы». Я думаю «Хей-хей, там и тут пусть растут». Если я правильно слышу, потому что этот, я бы сказал, запись аудио довольно старая, поэтому иногда трудно понимать даже для нас, для носителя языка, о том, что же они там говорят или о чем они поют. Но что-то вроде такого. Слушаем дальше. Ага, здесь видно, они посадили морковь, да, написано «морковь». У нас пока совсем
Что интересно, вот если слушать внимательно, то, как говорит девочка, она говорит на такой более старый манер. Она сказала, у нас совсем-совсем детский огород. Раньше не говорили «и», они говорили «ый». То есть детский, маленький. Да, они не говорили маленький, детский, как сейчас мы говорим, маленький, детский. Они раньше говорили детский. Вот так. Сейчас некоторые старые люди тоже так говорят. А тогда даже, видите, маленькие так говорили. Ну, тогда эти маленькие, они сейчас старые. Ну, логично. Вот. Это Ваня. Это Ваня. И Маша. И Маша. Кнопочкины. Кнопочкины. А это Бобик. Ага, а это их собака. Бобик. Вали, дрессировали. А он чего-то не дрессируется. Мы его дрессировали, а он чего-то не дрессируется. То есть дрессировать это значит обучать собаку каким-то разным трюкам, да, чтобы она сидела, давала лапу, перекатывалась, лаяла. Ну, это дрессировка называется. Ну, этот щенок, он не хочет дрессироваться, так сказать. А сейчас, конечно, чучело играет на балалайке, а мальчик и девочка, они танцуют. Но вдруг прилетели вороны. А что хотят вороны? Они хотят есть свежие, только что посаженные семена, да, и воробушки маленькие, и куча разных птиц. А вот они сейчас все клюют, все съедят весь урожай. Он еще не успел взойти, да, а они уже все семена собирают, купаются в чашке собаки. Хоба, он вытаскивает. Так, чучело думает, так, надо что-то с этим делать. Как-то избавляется от этих маленьких птичек. Ну-ка, начало чучело махать. А дети начали из рогаток и из палочки прогонять этих птиц. Прям как маленькие хувенбеи. Так, все, улетели все птицы. Так, ну все, он справился с его задачей, все улетели. Но тут вдруг солнце сильно начало печь, очень жарко, все растения засыхают. Маша и Петя пытаются достать воды из колодца, но оно падает обратно. О нет, солнце такое жаркое, что же делать? Ой-ой, смотрит на градусник, а температура почти 40 градусов по Цельсиусу. Но ничего, у чучела есть друг, это облако, он его позвал, говорит, давай, облако, поливай, нам нужна вода. Пришел ветер, надул облака, и хоп, по капельке начал падать дождик падает. Дождик, поливай, будет лучше урожай. Дождик, падай густо, чтоб росла капуста. Дождик, поливай, будет лучше урожай. Падай густо, чтоб росла капуста. Прекрасная песня. Сельдерей, вырастайте поскорей. Ой, птичка спряталась в скворечнике, но ничего, растения очухались, начали всходить быстрее. Ботва растет, зелень растет, капуста растет, помидоры растут. Что интересно, огурцы в то время выращивали не как мы сейчас выращиваем обычно в парниках и на веревочках, да, а они прямо на земле росли. Сейчас так никто не выращивает огурцы на земле. Интересно. Вот, и, конечно же, после дождя вышла радуга. Вот, красивая. Все, дождик прошел. Кнопочкины рады. Вот. А давай теперь танцевать. Конечно же, как без танцев. Была балалайка, теперь гармошка.
танцуют они. Но вдруг свинья и другие животные, они прорвались в этот огород. Они сломали забор. И теперь они идут по огороду и роют там ямы. Все разрушают. Эта свинья копает своим носом. И маленькие поросятки за ней тоже бегут. Они милые, но они вредят их урожаю. Не боюсь. Ну и не бойся. Ай-яй-яй, не боюсь. И я не боюсь. Да, чучело думает, так, надо что-то с этим делать. Он свистнул, и сразу же прибежал Бобик. Бобик начал лаять, и свинюшки быстренько испугались и убежали оттуда. Да, все, убежали поросята, а большая свинья еще здесь. Бобик ее не боится, он на нее лает. Вуф-вуф. Вот, она тоже убежала, и Бобик гордый идет. Такой я молодец. Вот. Чучело сейчас его погладит. Вот, говорит, молодец, Бобик. Хорошая работа. Но вдруг Бобик испугался. А почему? А потому что гусеницы ползут. Они хотят съесть всю зелень. Очень много гусениц. Это прямо какой-то, знаете, какая-то библейская история. То там одно, то гусеницы, то саранча. Ой, боже мой. Но что же делать? Кто может спасти урожай от гусениц? Их просто здесь тьма гусениц, так много. Но, конечно же, вот они едят зелень. О, бедный лучок. Но птички идут на помощь. Сначала они прогоняли птичек, а теперь они их приглашают. Прямо настоящий Мао Цзэдун. Вот, да. И получается, да, птички опускаются вниз, съедают всех гусениц. Вот, да. Хорошая работа, сказал чучело. Но вдруг упал листик с дерева, и не один, их много, и они уже желтенькие, и значит, что пришла осень. А осень — это время, когда нужно собирать урожай. Вот. Да, время сбора урожая. Да, чучело смотрит, говорит, ага, все. Чучело начал петь, услышали команду его, все овощи быстренько вылезли. У них есть ноги, у них есть руки. Так, давайте посмотрим, кто тут у нас есть. Значит, картошка, да. Есть здесь кукуруза, это горох, морковка и огурец. Все счастливые. Мне нравится, какая суровая кукуруза. Такая... Вот. И сейчас они, конечно, бегут и будут складываться сами в мешки. Смотрите. Так, еще будут танцевать по пути. Вот. Вот они какие. Хопа, прыгают. Все, они уже собираются. Бобик уже вырос, тоже большой. А он сейчас будет их нести, их вещи. О, бедный Бобик. Я не думаю, что ему так легко. Так, вот, все, сейчас они быстренько все огурцы залазят, помидоры запрыгивают. Все. А эти еще... Горох вообще открывается и сразу в консервные банки упаковывается. Идеально, вы знаете, вот почему у нас так не было. Когда я ездил собирать урожай, то мы сами своими руками, своей спиной, мы там горбатились и все вытаскивали. А здесь, вон, песню спела, чучело просвистело, и все сразу пошли сами упаковываться. Прекрасно. Еще и танцевать будут. Но я не уверен, что я бы смог есть такие веселые и счастливые овощи потом. Уж больно они какие-то живые. Вот. Вот.
Сейчас он залезет туда через дырочку. И маленькую картошечку не забудь. Все, сейчас они все счастливы, что наконец собрали весь урожай. Они благодарят чучело. И вот они все вместе идут. А тут еще дополнительные овощи, смотрите. Тут есть у нас еще, это называется по-русски баклажаны. А это, я думаю, дайкон, да? Вот, это дайкон, то есть как редька. Вот. Все, девочка несет большую тыкву. Мешки еще сами идут, ну просто идеально. А птичка-то, смотрите, собрала вещи со всей семьей, поклонилась и полетела на юг. Вот, потому что тут делать уже нечего. Вот, полетела в теплые края. Да, а тут набежали тучи черные, снег начал падать, ну все, уже зима пришла. И наше чучело превратилось в снеговика, как я и говорил. Конец! Это все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вам понравилась эта история, этот мультфильм. И если вы хотите видеть больше таких мультфильмов, то, конечно, не забывайте оставлять комментарии, пишите об этом. И я буду очень рад вашей поддержке моего проекта на Патреоне. Там я выкладываю транскрипции ко всем эпизодам, к моему подкасту, к моему YouTube-каналу. Там же мы организуем ежемесячные и еженедельные встречи. Так что, если вы хотите улучшить ваш русский, то я действительно рекомендую вам это попробовать. Конечно, я это сам сделал, я знаю, но я правда думаю, это вам поможет. Спасибо, друзья. До скорого и пока-пока.